Да, друзья, это прямой эфир, и сейчас мы его начнем. Вот я вижу уже 4 зрителя у меня. Пока не видно вопросов. Ну, вопросы, наверное, еще появятся, поэтому, значит, я пока начну с тех вопросов, которые мне предварительно были заданы, и эти вопросы я пока буду освещать, а потом уже посмотрю на те, вопросы, которые появятся в чате. Ну, немножко сейчас еще сделаю небольшую настройку, а именно задам возможность повторного запуска чата и включу замедленный режим, ну, чтобы через 30 секунд каждый мог задавать вопросы, а не постоянно. Так, вот я его сохранил, эту настроечку. Ну, пока вопросов не вижу. Во всяком случае, в чате вижу 7 человек и уже буду начинать. Итак, друзья, мне поступили 7 вопросов, извиняюсь, не 7 вопросов, 30 вопросов, которые, моя аудитория, мои подписчики постоянные, они попросили, чтобы я дал на них ответы. Они разбиты на несколько блоков, эти вопросы. Первый блок – это оценка действий адвокатов и защиты. Второй блок – это свидетельские показания, их роль в деле. Третий блок – это доказательства и экспертизы. И четвертый блок – это судебный процесс и перспективы. Пятый блок – международная защита. Шестой блок – роль общественности и СМИ. Седьмой – дополнительные уточняющие вопросы. Всего вопросов, как я уже сказал, 30. Поэтому сейчас мы быстро пробежимся по этим вопросам. Ну а потом, если я увижу в чате ваши уже теперешние вопросы, свежие, то тогда я уже перейду к ним, к этим вопросам. Но пока не вижу. Во всяком случае, вижу, что 7 человек. Да, один вопрос уже вижу свежий. Да, итак, на свежие вопросы, как я уже сказал, я буду отвечать потом. То есть после того, как я пробегусь по заранее заготовленным 30 вопросам. Итак, первый вопрос из блока оценки действий адвокатов и защиты. Считаете ли вы, что адвокаты сделали достаточно, чтобы защитить Вячеслава? Ну, речь идет о Сулейме и Воронике. То есть понятно, что был еще Немировский, и как я оцениваю их роль, их деятельность. Но, во всяком случае, что касается Немировского, я оценивал его действия положительно. То есть он проявлял достаточную активность, и в результате его действий практически была сформирована такая позиция о выявлении фальсификаций со стороны обвинения в деле. Что касается Вороника и Сулеймы, то действительно они, на мой взгляд, делают недостаточно. Они, может быть, и оспаривают там доказательства, но недостаточно агрессивно. Они не настаивают на независимых экспертизах, не заявляют ходатайства о переквалификации дела. В общем-то, защита должна была бы подать и ходатайство об изменении меры пресечения, и, опираясь на отсутствие прямых улик, таких как ДНК, видеоидентификация, и, возможно, и
поговорить о переквалификации дела, но ничего этого ни Вороняк, ни Сулейма не предпринимают. Хотя вот когда этим делом занимался еще и Немировский, то тогда действительно мы видели ходатайство, то есть активное участие адвоката в деле. Здесь же я пока такой достаточности не вижу. Это так коротко на этот вопрос. Какие шаги, второй вопрос, адвокаты должны предпринять срочно и сейчас? Во-первых, срочно стоило бы подать ходатайство о проведении портретной и видеоэкспертизы с привлечением независимых экспертов. То есть мы знаем о фотографиях, о видео, и вот эти вот фото и видео доказательства, они подкреплены фото-портретной экспертизой, видео доказательства они не подкреплены никакими экспертизами, поэтому вот с точки зрения срочности и времени исполнения, то есть нужно уже срочно подать ходатайство о проведении независимой портретной экспертизы, чтобы не было речи о фальсификациях. И вот те видео, которые были просмотрены, тоже нужно подать. Там же мы видим не 2 Зинченко, а 3 Зинченко, 4 Зинченко, не знаю, там 5 Зинченков. Поэтому, поскольку видеоматериалы они не экспертизировались, не подвергались экспертизе, то поэтому нужна экспертиза, причем срочно. Нужно запросить доступ к полным материалам следствия для выявления нарушений. Материалы находятся, у стороны обвинения, они в час по чайной ложке, передавались в суд, но частично были переданы. Полный набор материалов находится у стороны обвинения, что является, с моей точки зрения, нарушением. Но доступ нужно запросить. Тоже срочно. Дальше нужно срочно организовать медицинскую экспертизу состояния здоровья Вячеслава в СИЗО, чтобы аргументировать давление. И постоянно делать такие ходатайства о медицинской экспертизе. И также срочно нужно инициировать сбор свидетельств алиби Зинченко от друзей, семьи, других свидетелей. Вот что нужно сделать срочно. Третий вопрос. Почему адвокаты затягивают с проведением портретной экспертизы? Это бывает по разным причинам. Во-первых, есть объективные, например, бюрократические препятствия со стороны суда, которые контролируют назначение экспертов, недостаток ресурсов, например, денег, да. Бывает, что это тактика такая защиты, затягивания, да, хотя в этом деле затягивание, оно играет на руку обвинения, поэтому нужно ускориться именно защите и ускорить проведение независимой портретной экспертизы. Это ходатайство нужно было еще в январе 2025 года подавать, когда дело перешло в судебную стадию. Четвертый вопрос. Можно ли считать содержание под стражей непропорциональным, и есть ли основания для изменения меры пресечения? Да, содержание под стражей непропорционально, поскольку нет риска побега или повторного преступления. Вячеслав не имеет судимости, семья в Днепре, отец на фронте. Основание изменения меры пресечения — статья 177 УПК Украины «Отсутствие рисков» и плюс отсутствие прямых доказательств. Суд же неоднократно продлевал арест, однако защита еще в своем ходатайстве может ссылаться на ЕСПЧ прецеденты о разумных сроках содержания под стражей. Пока такой ссылки заметно не было. Там какие-то невнятные слова произносит Сулейма,
вороняк, то есть по этому поводу, ну, видно, что они не аргументируют изменение меры пресечения. Второй блок вопросов: свидетельские показания и их роль в деле. Как принимаются судом во внимание и расцениваются свидетельские показания как полноценные. Ну, нужно сказать, что согласно статье 94 процессуального кодекса, свидетельские показания – это полноценное доказательство, если они последовательны и подтверждены другими уликами. Однако, вот именно в этом деле то, что говорят свидетели, то, что я слышал, ну, во всяком случае, до сих пор, это какие-то истории, расплывчатые истории. Я вот ничего из этих историй касательно факта убийства и обвинения не услышал. Поэтому суд может вот эти вот показания свидетелей, которые ничего не значат для выяснения объективной истины, может их дискредитировать, тем более если в этих показаниях будут выявлены противоречия. Ну, кроме всего прочего, еще в этих показаниях нужно выявлять позицию свидетеля. То есть, если у свидетеля какие-то там личные препятствия для... То есть, ну, что называется конфликт интересов. Например, у Софии особы, да, у нее там есть, ну, по моим, как бы, да, представлениям, конфликт интересов, поскольку она работает у Садового, с которым у Фарион был конфликт, поэтому здесь точно можно говорить о конфликте интересов и действительно дискредитировать вот эти вот показания, то есть не принимать их к сведению. Что касается показаний других свидетелей, ну, друзья, там вообще ничего об убийстве не было, поэтому пока говорить о том, принимать их или не принимать, ну, то есть послушали, и что? Ничего из этих показаний не говорит о том, что там Вячеслав Зинченко убил Фарион. Этого нету в показаниях свидетелей. Ну, во всяком случае, до сих пор не было. Как вы оцените свидетеля, который продавал оружие через OLX, если пистолет был литым или переделать его было невозможно? Ну, я считаю, что показания именно этого свидетеля, они ненадежны. Во-первых, продажа через OLX. Трудно сказать, что эта продажа была осуществлена непосредственно Вячеславу Зинченко. То есть вот даже тот факт, что использован ник параноик, или я там не точно это все дело отследил, не говорит о том, что эта переписка велась Вячеславом. Кто пересылал этот пистолет стартовый, сталкер, кто получал на почте, ничего такого, как бы никаких документов, документальных подтверждений, показаний этого свидетеля мы не видим. Тем более этот свидетель сам дает информацию о том, что он, во-первых, допустил мошеннические действия. То есть он заявлял, что продает не тот товар, который фактически был переслан в качестве проданного товара. То есть он переслал стартовый пистолет, хотя в переписке он говорил, что пересылает травмат. Поэтому сам свидетель, он под подозрением, ну, во всяком случае, у меня. Поэтому считать его показания правдивыми, ну, очень тяжело. Откуда это, то есть, и второе, да, второе в этом моменте у этого свидетеля же, он заявил, что он легально владеет травматическим оружием.
А эта легальность закона допускается только если он правоохранитель или журналист там, или депутат. Ну вот я не знаю, кто он по профессии, то есть когда его личность устанавливалась, наверное, там была эта информация, у меня этой информации нет. Если же он правоохранитель, то то понятно, как оценивать показания такого свидетеля. Это просто провокатор. То есть, и никакой веры к такому показаниям такого провокатора быть не может. Тем более, что он действует как мошенник. То есть его действия могут быть покрыты полномочиями оперативно-розыскной деятельности, но была ли его деятельность в тот момент оперативно-розыскной? То есть было ли открыто следствие по подозрению Зинченко? Такого следствия не было в тот момент. Поэтому его мошенничество, которое он допустил, никоим образом не может быть покрыто полномочиями оперативника, который ведет розыскную деятельность в отношении конкретного лица. Вот я как оцениваю, то есть как мошенника и как преступника, который лжет, причем и лжет суду. Ну, тем более он еще и стебется над следствием, над судом, говорит, что ум – это диаметр ствола. Дальше. Вопросы, которые я бы задал Софии Семчишин для проверки ее показаний. Ну, первое, это когда и как вы видели Вячеслава Зинченко у места преступления, опишите маршрут и время точно. Второй вопрос. Были ли у вас личные мотивы для дачи показаний, то есть долги, давление? Третий вопрос. Почему ваши показания изменились после допроса в полиции? То есть до вы говорили одно, а после допроса вы начали говорить совершенно другое. Четвертый. Можете ли вы опознать Вячеслава на фото, видео без подсказок? И были ли другие свидетели в тот момент? Ну, можно массу вопросов. Это по техники. А что касается мотивации, то действительно нужно спрашивать о конфликтах с Садовым. И как София была в этом деле, во всем, какую позицию она занимала. Поточнее, потому что конфликт интересов – это действительно серьезная такая штука, препятствие для того, чтобы свидетель дал объективные, честные показания. Может ли суд отклонить свидетельские показания, если они противоречивы и ненадежны? Да. По статье 87 УПК суд оценивает доказательства на предмет достоверности, противоречия, например, в описаниях оружия, ну вот как, например, у этого нашего провокатора, или времени. То есть вот он не помнит, весной или осенью он продал или отправил какое-то оружие, или год назад, или 3 года назад. Это основание для отклонения. В деле Фарион уже отмечены несоответствия в показаниях свидетелей, и защита может использовать эти несоответствия для дискредитации не только этих показаний, да, а всего пакета улик, которые не соответствуют друг другу. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем, да? То есть свидетельские показания могут дискредитировать даже экспертизы. Поехали дальше. Доказательства экспертизы. Как вы оцениваете силу доказательств, представленных обвинением? Ну, назвать это доказательствами я бы так громко... То есть это фантазии, это предположение. Об этом говорил Немировский, не стесняясь. Об этом почему-то стесняется заявить Сулейма и Вороняк. То есть, нужно не стесняться.
Кстати, конфликт вот между Сулеймой и Немировским, о котором ну вот в среде моих зрителей ходят слухи. Да, вот этот вот конфликт, он имеет какую-то свою причину. И в результате этого конфликта Немировский был отстранен от дела Вячеславом Зинченко. Ну, то есть он неофициально отстранен, то есть Вячеслав Зинченко сказал, что он не хочет пользоваться его услугами, но инициатор вот такого действия Вячеслава Зинченко, инициатором был Сулейма. И вот этот вот Сулейма, он как бы уговорил Вячеслава Зинченко, чтобы тот отказался от услуг Немировского, потому что Немировский якобы совершил какое-то неэтичное действие, неэтичный поступок. И моя попытка установить, что же это за неэтичный поступок, который совершил Немировский, ну, вначале успехом не увенчалась. Но потом, насколько вот мне удалось это выяснить, причина это то, что Немировский подал ходатайство о присоединении к материалам дела 2 или 3 видео, на которых видно, что одновременно в кадре появляются видеокамеры, появляются 2 человека, похожих на Зинченко. И было 2 попытки Немировского подать такое ходатайство. Первый раз он пытался подать его с устного заявления, что суд отклонил, и прокурор был против, потому что не было подготовлено. Немировский заявил это ходатайство, но конкретных материалов, то есть видео, не приложил. Он сослался на видео, которые в материалах досудебного расследования. Но прокуратура отказалась их искать и присоединять. Поэтому потом Немировский самостоятельно эти видео оттуда достал из материалов досудебного следствия, присоединил к своему ходатайству и второй раз подал ходатайство, которое уже было принято судом. И уже вот после этого взбесился Сулейма. Значит, взбесился Сулейма, обработал Зинченко, и Зинченко, значит, отказался, во-первых, от мер предосторожности, защиты, то есть от каски и бронежилета, которое истребовал Немировский, что выглядело как плевок в лицо своему адвокату. И, во-вторых, значит, вот это вот заявление о том, что он не хочет, чтобы Немировский представлял его интересы. Но это было устное заявление в частной форме. В суде этого заявления Зинченко пока не сделал. Но знаете, что такое плюнуть в лицо адвокату? Да, что такое плюнуть в лицо адвокату? Это тяжелый случай, тяжелые последствия. Адвокаты существа ранимые, поэтому нужно просить прощения в таких случаях, если действительно Зинченко не прав. А думаю, что так оно и есть. Вот, и тогда Немировский продолжит свою борьбу за его свободу. Вот. Значит, ну это что оценка силы доказательств. Какие доказательства, на ваш взгляд, защита должна использовать активнее? Ну, нужны алиби. Пока
в этом вопросе тишина. Нужен анализ трафика телефона Зинченко, независимая экспертиза мемов, как молодежного юмора, а не основания для мотивов. И также записи разговоров в СИЗО. Там тоже интересно, потому что мельчайшая подробность, которая может быть выявлена экспертом этих записей, вот, она может показать, что действительно эти записи, на этих записях видно, что человек говорит под давлением, во всяком случае под психологическим. Лично я это заметил, что действительно давление психологическое на Зинченко имело место. Даже по тем записям, которые были представлены в суде. Вот это нужно использовать. Было ли видео, где Славик и человек, который его имитировал, идут навстречу друг друга, принято судом во внимание? Но, во всяком случае, ходатайство такое суд принял, а его оценка, пока я не видел, чтобы суд занимался оценкой доказательств стороны защиты. По-моему, там все нарушено, то есть весь порядок рассмотрения, процессуальный порядок рассмотрения дела нарушен. Первое, что полностью материалы досудебного следствия не переданы в полном объеме в суд. Это нарушение. Второе, вначале доказательства исследовались с стороны обвинения, потом пошли свидетели стороны обвинения. Теперь мы ожидаем доказательства стороны защиты и свидетелей стороны защиты. Но все как раз должно было быть, по-моему, наоборот. То есть, если это доказательство исследуется, то доказательство обвинения и тут же доказательство защиты. Потом свидетели обвинения, а потом свидетели защиты. А не все как бы в таком непонятном порядке. Поэтому, что касается того, кто там идет навстречу друг другу, пока никакой оценки суд этому доказательству не дал. Не знаю, даст ли или нет в будущем. Во всяком случае, сторона обвинения заявляет, что это манипулирование, и попыталась дискредитировать. А защита, после этого же сразу Немировский отошел от дела, а защита в лице Сулеймы и Вороняка не настаивает на анализе этого доказательства и рассмотрении по сути ходатайства Немировского. Следующий вопрос. Разве после появления такого видео Вячеслава не должны были отпустить из-под стражи? Да. То есть, да, действительно, такое видео создает разумное сомнение в идентификации, и это должно было бы привести к изменению меры пресечения. Но суд это игнорирует, продлевая арест, и это признак предвзятости. Вообще, друзья, есть очень интересная инсайдерская такая информация, не скажу откуда, она непроверенная, скажу сразу, поэтому она может быть ложная, но эта информация касается угроз Фарион, буквально в день ее убийства. Буквально перед убийством Фарион поступили угрозы, устные угрозы по телефону. Значит, они имели такой вот текст. Сейчас я вам его примерно зачитаю. Да, звонил незнакомец на мобильный телефон Фарион и заявил, что я тебя убью, сволочь. Это было до обеда. После обеда
вернее, ближе к обеду, тоже телефонный звонок, и было заявлено: не выйдешь из квартиры. И дальше СМС в Telegram, в мессенджере: сиди дома. Значит, Фарион звонила в полицию, значит, было оформление, есть протокол, но тишина. Номер не определен, абонент неизвестен. Значит, и вообще в деле этот эпизод этих угроз даже не упомянут, что вообще-то странно. А эти угрозы реальные, за часы до смерти. Но если копать по этим угрозам, то можно действительно выйти на реального убийцу. Значит, Фарион в этот день снимала видео, насколько вы помните, и был у нее конфликт, телефонный конфликт с каким-то русскоговорящим неукраинцем. Ну вот, между вот этим конфликтом словесным и убийством прошло примерно 3 часа. Кроме, еще есть запись разговора с соседями, значит, которые как бы слышали, что кто-то в подъезде сказал: она уже недолго. Вот тоже такая непроверенная инсайдерская информация существует, и дело об угрозах было закрыто. Ну, как будто бы это был какой-то розыгрыш, друзья. Вот такая штука. Значит, поэтому много тут неясностей и манипулирований, можно сказать. Поэтому защита, ну, я думаю, должна настаивать на видеоанализе и на, может быть, на экспертизе этих видео, где видно, что это 2 человека, похожих на Зинченко. Ну, речь идет о кепке, да, вы помните, как Немировский называл. Следующий вопрос. Да, должны были отпустить из-под стражи. Как с правильной защите настаивать на проведении всех необходимых экспертиз, портретной, видеоанализа, технической? Нужно подать ходатайство, статья 242 УПК с обоснованием. Экспертизы необходимы для установления объективной истины, указать на нарушения в существующих сфальсифицированные протоколы осмотра и другие экспертизы. Если отказ, обжаловать в апелляции, ссылаться на ЕСПЧ. Следующий вопрос по процессу. Есть ли у суда основания заменить меру пресечения на домашний арест? Да, это я уже говорил. Залог 100-200 тысяч гривен, домашний арест с браслетом. Во Львове, наверное, не удовлетворят эту замену, но апелляция в Киеве вполне реально удовлетворит. Каковы перспективы этого дела с юридической точки зрения? Ну, если бы наша судебная система работала по закону, то действительно стопроцентные перспективы. Но в наших условиях, конечно, перспективы плачевные. Но, во всяком случае, мы будем ориентироваться на законность, и доказательства слабые, признаки фабрикации и шанс на оправдание в таких условиях 70%, если провести действительно повторные экспертизы. Затягивание этого процесса, то есть повторных экспертиз, играет против обвиняемого. Может ли это дело иметь политическую подоплеку? Да. Фарион националистка, убийство в военное время, Зинченко из Днепра, обвинение в национальной нетерпимости, удобный нарратив для российского следа. Политика усиливает давление на суд. Сколько времени, по вашему мнению, еще может продолжаться процесс? Ну, еще до года примерно. То есть,
до сентября 2026 года. Можно ли сейчас обращаться в ЕСПЧ или нужно дождаться исчерпания всех национальных инстанций? Нужно дождаться по статье 35 КПЧ. Исчерпать национальное средство, апелляция, Верховный суд Украины сейчас преждевременно. Но готовить жалобу нужно уже сейчас, параллельно. Почему, на наш взгляд, адвокаты еще не обратились в ЕСПЧ? Дело в суде первой инстанции, окончательного решения нет, адвокаты фокусируются на национальном уровне, чтобы избежать отказа ЕСПЧ. Или нехватка опыта в международном праве. Возможно ли применение правила 39, срочные меры ЕСПЧ в случае с Вячеславом? Да, если доказать риск пыток или необратимого вреда, давление в СИЗО, плохое здоровье, правило 39 для срочных случаев, как продленный арест без оснований, подать с медицинскими справками. Это возможно. Срочные меры ЕСПЧ. Есть ли основания подключать международные правозащитные организации сейчас? Да, такое основание есть. Amnesty International, Human Rights Watch для мониторинга предвзятости. Основания: затяжной арест, признаки фабрикации, они могут давить на Украину через отчеты. Роль общественности и СМИ. Насколько влияет публичность и внимание общества на подобные дела? Значительно. То есть протесты волю заставляют суды осторожничать. В деле Фарион крики в зале уже отменили, но эффект умеренный из-за националистического контекста во Львове. Может ли активное освещение в СМИ стать фактором для защиты? Да. Освещение в независимых СМИ подчеркивает слабости дела, создает давление, может привести к апелляциям или к экспертизам, как в аналогичных политических делах. Что еще могут сделать общественные активисты, друзья, семья, чтобы помочь Вячеславу? Организовать петиции и митинги у суда, собрать средства на независимых экспертов, вести соцсети с фактами, связаться с правозащитниками, поддерживать морально, письма в СИЗО. Можно ли поставить под сомнение правомерность самого задержания? Ну, если не было ордера или оснований по статье 208 УПК, то тогда да. Если нет протокола, например, да, есть фото с признаками нарушения, есть свидетельские показания там мамы, и можно обжаловать сам процесс. Само, но не знаю, насколько это актуально на данном этапе. Как вы оцениваете действия следствия? Не являются ли они предвзяты? Да, оцениваю как предвзятые. Быстрая квалификация, без экспертиз, признание под давлением, игнор алиби – это фабрикация для быстрого раскрытия, в кавычках, политического убийства. Какие основные тактические шаги вы бы посоветовали защите для укрепления позиции Вячеслава в суде? Тактика такая. Первое. Дискредитировать каждую улику на допросах. Второе. Подать отвод прокурору, отвод адвокату потерпевшей стороны. Возможно, и отвод председательствующему. Третье. Использовать свидетелей защиты. Ну, нужно таких свидетелей искать и вызывать их в суд. Четвертое. Мониторить здоровье для правила 39 ЕСПЧ. И координировать, контактировать со СМИ. Ну, я бы посоветовал еще вернуть Немировского с земным поклоном. Возможно ли доказать, что дело имеет признаки фабрикации? Да, несоответствие в протоколах осмотра, давление на признание, слабые связи с оружием, собрать доказательства нарушений через независимый аудит и раскручивать эти признаки, доказывать, что дело сфабриковано.
Есть ли основания для ходатайства о смене состава суда или вынесении дела в другой регион? Да, есть. Предвзятость Львовского суда, националистический контекст, статья 77 УПК. Основания, угрозы, локальные симпатии к Фарион. Переносить нужно в Киев. Может ли дело Вячеслава стать прецедентным для будущих похожих процессов? Да. Если оправдают Вячеслава, то это будет прецедент против быстрых политических дел. Покажет слабость косвенных улик и усилит защиту прав в военное время. Теперь смотрим на наш чат. Значит, как працюють адвокаты Зінченка, как оценить их работу. Ну, я уже говорил, что они, те, кто есть, Сулейма и Вороняк, они, ну, практически не выполняют своих функций. Говорить, что это тактика, ну, не приходится. То есть адвокат должен работать, а не, значит, спать на пляже. Если он спит, но нужно пляж освобождать для другого чоловіка. Софія сказала, з огляду на те, що я бачила, коли вона розповідала про момент вбивства Фаріон. Вона навіть казала, що Фаріон пішла, навіть побігла, вона бачила все. Ну, я такого, если честно, не помню, Елена. То есть она говорила, что как она это видела. Я так понял, что это было какое-то видение, да, то есть то ли во сне, то ли, значит, то есть она представляет это особенности ее лексикона. То есть она не видела это реально глазами, да, она видела это мысленно. Ну, поэтому говорить, что она что-то там видела, не приходится. Дальше. Скажите, пожалуйста, не удивительно ли вам, что у Вячеслава Зинченко нет свидетелей, которые могли бы засвидетельствовать, где он был на момент убийства пани Фарион? Ну, не знаю, что сказать на этот вопрос. То есть, может быть, такие свидетели есть. Но, друзья, вот насколько я вращался в среде юристов и правоохранителей, они говорят, что, ну, есть такое правило, да, негласное, но я вам его сообщу. Это мне сказал так по дружбе один из бывших завкафедрой, который погиб потом. Он говорит: Валерій, запам'ятай, свідки довго не живуть. Поэтому вы понимаете, о чем речь. Может, и есть такие свидетели. Затем, Елена, я не вважаю, що конфликт між адвокатами був. Был, Елена. Да, действительно, такой конфликт был. Я уточнял. Значить, Україночка, на даний момент я теж не маю свідків, що знаходжусь тут, а не там. Да, все правильно, интервью давала. Ну вот, друзья, вроде бы мы подошли к концу. Сейчас нас 34 человека в эфире. Не знаю, насколько он получился, но, во всяком случае, я старался. Меня пригласили в ТикТок, там говорят, что 1000. Ну, пока вот я провел вот здесь. Вот. Может, в ТикТок тоже выйду. Спасибо, друзья, вам за внимание, за участие в эфире. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.